Bluetooth-наушники с поддержкой пространственного звука на 360 градусов, с отслеживанием положения головы, поддержкой кодека LDAC, а также они имеют коаксиальную акустическую систему ACAA версии 3.0 с двумя динамическими драйверами, мультипоинт до 2 устройств, датчик измерения пульса, мониторинг уровня стресса, удобное приложение с обширным функционалом, технология Hair ID для активного шумоподавления и для звучания, режим прозрачности, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Liberty 4. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас вы узнаете. Распаковка. Поставляется данная модель в отличной коробке серо-голубого цвета. На ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Выглядит упаковка презентабельно, на подарок однозначно зайдет. Пакинг премиальный, подача у них всегда волшебная. В комплекте мы имеем бокс, наушники, 4 пара амбушюр Cloud Comfort с двухслойным кончиком, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес бокса без наушников 44 грамма, один наушник весит 5,7 грамма. Габариты бокса 58,9 на 56,6 на 29,3 мм. Габариты наушников 31,1 на 23,4 на 19,1 мм. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Звуковод оформлен просто шикарно. Его размеры 6,7 на 5,3 на 4 мм. И не забываем поставить лайк за труды к видео и подписаться. Вам кажется, что часть информации этой не нужна, но всю информацию, что я даю о наушниках, можете прочитать в комментах. Кому-то она нужна. Просто разным людям нужна разная информация. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Если есть еще какие-то конкурсы, смотрите в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок. Нас там уже 89 тысяч. Телеграм-канал Взаимопомощи. Нас там 14 тысяч. И мой личный телеграм-канал, где я рассказываю, что тестирую, общаюсь с вами в режиме реального времени, образно говоря, 24/7. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть черная, белая, голубая и бордовая расцветка. Дизайн бокса практически такой же, как у бокса Liberty Air 2 Pro. Разумеется, на него у меня тоже был обзор. По факту это продолжение Liberty 3 Pro. Выглядит он отлично, но сразу два минуса. Глянцевый логотип на крышке бокса быстро царапается, а также крышка из-за такого механизма открытия. Слайдер это, конечно, удобно, так как открыть одной рукой крышкой бокс можно без проблем, но крышка имеет большой люфт как с закрытым, так и в открытом состоянии. Сборка хорошая как качество материалов. Материалы не марки, изготовлен бокс из матового пластика с покрытием, напоминающим Soft Touch. В кармане бокс слегка мешается. На корпусе расположили интересно оформленный LED-индикатор в выступе для удобного открытия крышки и разъем USB Type-C. Крышка имеет фиксацию в открытом положении, что удобно. Закрывается крышка с глуховатым хлопком. Внутри расположили кнопку сопряжения, два глянцевых горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки и подсветкой в каждом, краткую информацию мелким шрифтом на внутренней части крышки, и на этом все. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть их с закрытой крышкой, разумеется, они не вылетят. Даже с открытой крышкой бокса нужно будет приложить усилия, чтобы они у вас вылетели. Извлекать наушники из бокса в целом удобно. Переходим к наушникам. Изготовлены уши из глянцевых материалов с серебристой окантовкой и интересной внешней частью ножки. Звуковод прозрачный с двумя разделенными перегородкой отверстиями. Сборка топовая. В плане посадки Liberty 4 показали себя хорошо, подойдут они многим. Посадка плотная, дискомфорта при длительном использовании я не обнаружил, и уши не устают, что хорошо. Но опять же, помним, что нужно все примерять. Из ушей они выпирают. Не сильно, и при занятии спортом из ушей они не выпадают. Пассивная шумоизоляция отличная. На корпусе есть два контакта для зарядки, маркировка Left и Right, логотип компании, надпись Soundcore, 6 микрофонов в общем сумме и область сжатия для управления, которая обозначена небольшим углублением. Из нажатий на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Настроить так, чтобы можно было пользоваться всеми командами нельзя. К примеру, я убрал вызов голосового ассистента, так как лично я им не пользуюсь. На нажатие наушники откликаются хорошо, ко всему можно еще настроить силу сжатия. Но на морозе область сжатия не всегда срабатывает лично у меня. В тепле срабатывало без проблем. Команды сопровождаются щелчком и системными звуками. Каждый наушник оснащен двумя динамическими драйверами на 9,2 мм и 6 мм, которые выровнены по одной оси. Используется коаксиальная акустическая система ACAA версии 3.0. Есть сертификация HiRes Audio Wireless, активное шумоподавление на борту с тремя обыкновенными режимами работы, а также есть адаптивный режим и персонализированное шумоподавление Hair ID, для которого необходимо пройти тест слухового канала. Сразу отмечу, что
персонализированный режим, как по мне, бесполезен. Советую пользоваться адаптивным режимом. Что касается работы ANC в целом, ничего невероятного я не ощутил. ANC работает корректно и глушит он посторонние звуки хорошо. Я бы сказал, что ANC выше среднего по классу. Режим прозрачности также на борту, с ним все в порядке. Он имеет несколько дополнительных режимов, такие как полная прозрачность и режим речи. Отмечу, что ANC режим, что режим прозрачности могут работать даже с одним наушником. И звучание с этими режимами меняется, по моему мнению, не в лучшую, разумеется, сторону. И еще раз повторяюсь, очень много недовольных как раз активным шумодавом у этой модели, особенно из тех, кто пользовался анкерами до нее. Не топовая она, может быть, с прошивками они допилят, но сколько я не ждал, они пока не допилили. Liberty 4 поддерживает пространственный звук на 360 градусов с отслеживанием положения головы, так как установлен здесь гироскоп. Есть режим кино, есть режим музыка. Данная технология работает быстро и корректно, но, как по мне, это просто интересная фишка, и акцент на этом делать вообще не стоит. Так как лично я с этой функцией сталкивался только когда тестировал, и больше ее не включал. Музыку слушать с пространственным звуком и отслеживанием головы смысла, как по мне, нет, а кино я смотрю, используя аудиосистему. Даже если приходится смотреть кино в наушниках, лично я не включаю эту функцию. Напишите, кто пользуется пространственным аудио не на яблоке, ну и не на самсунгах, там это чуть-чуть другое. Конечно же, здесь все индивидуально. Также к бесполезным, лично по моему мнению, фишкам я отнесу измерение пульса. Да, это круто, что все чаще и чаще мы встречаем такие функции в наушниках. Но, как по мне, использовать смарт-часы для тренировки куда удобнее. Ко всему, там больше функций для отслеживания. Измерение пульса в Liberty 4 работает. В состоянии покоя лично у меня в среднем показывало 67 ударов. Это было в первый день. А на следующий день, по неясным мне причинам, в среднем 80 ударов. Также есть измерение уровня стресса. Для тех, кто следит за своим эмоциональным состоянием, возможно, будет полезно. Но очень сильно вряд ли, что вы его не испытываете. А вот из полезных функций отмечу мониторинг за осанкой. В приложении есть вкладка, в которой отображается положение головы, и нагрузка. Все это в реальном времени, так что можно откалибровать осанку, посмотреть график напряжения шеи, включить функцию необходимости размять шею и выпрямиться. То есть эта штука по мне полезна. Хотя у всех свои критерии. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, и при подключении бесшовно автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством после открытия крышки бокса. Анимации есть, но только в приложении и, по всей видимости, при первичном подключении. Полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту, но с кодеком LDAC он не работает. Датчики автопаузы отрабатывают отлично, их можно настроить и калибровать в приложении. В приложении, к слову, можно пройти тест на прилегание наушников. Полный цикл зарядки бокса у меня занял 1 час 46 минут, наушников 1 час 23 минуты. Беспроводная зарядка бокса на борту стандарта Qi, саморазряд у бокса я не наблюдал. Перезарядить наушники от бокса можно полных 3 раза. Отыграла эта пара 5 часов 7 минут по коду LDAC на 50% громкости без активированного активного шумодава. Результат, честно говоря, хороший. Прям очень. Потому что по LDAC так долго, по-моему, у меня никто не играл. Если слегка добавить громкости или включить ANC, время работы, конечно же, станет ниже. Быстрая зарядка на борту и 15 минут дают 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Автоматическое выключение имеется, можно выставить минимум 10 минут, максимум 60 минут. Или вовсе его отключить. Водонепроницаемость есть только у наушников. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд. Разумеется, функционал не пострадал. Так делать я вам не советую. Это плохие тесты. Все тесты наушников у меня были до утопления, и их класс защиты защищает максимум от мелкого дождика, но точно не от погружения в воду. Для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Soundcore. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников и бокса не в процентах, что фейл. Далее есть настройка режимов, настройка нажатий, перейти во вкладку «Звуковые эффекты», где можно включить-выключить кодек LDAC, пространственный звук, воспользоваться предустановками звучания в количестве 22 штук, 8-полосный кастомный эквалайзер на борту, можно добавлять большое количество своих настроенных эквалайзеров, а также есть функция Hear ID для легкой настройки звучания под ваш слух и предпочтения. Данная функция по мне работает хорошо. Далее мы имеем вкладку с мониторингом вашего здоровья. В целом интерфейс удобный, даже тренировки можно запускать. Но плохо, что данные нельзя передавать в другие приложения на данный момент. В настройках есть возможность обновить прошивку. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту SBC, AAC и LDAC. Через 2 стены они не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная. В играх задержка заметная, но не сказал бы, что играть некомфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране.
team. Cover me. Микрофоны справляются со своей задачей хорошо, перегруз есть, но не сильный. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Anker Liberty 4. И еще раз повторяю, что идеальными микрофонами я их не назову. У них были удачные модели, может быть, с прошивками все это дело допилят. Если говорить про активный шумодув, хочу сказать то же самое, что у них были модели удачнее. И, в принципе, и про звучание тоже у них были модели удачнее. Ждем того, чтобы они допилили все это дело в прошивках. Читаем отзывы, читаем форумы. Когда вы приобретаете подобные стоимости девайс, все-таки нужно посмотреть с разных сторон. Идеальный вариант, конечно, послушать их со своим источником звука, но вы и так в курсе. Звучание с включенным кодеком LDAC без применения кастомных эквалайзеров в стоке громкости достаточно. Запас есть, и он не маленький. Сразу скажу, что от звучания не в восторге, а точнее вау-эффекта я вообще не обнаружил. Ожидал я большего в плане звука. Несмотря на это, он действительно качественный, бас плотный и глубокий, без лишнего акцента. Средний бас, разумеется, в наличии, середина имеет отличную проработку, звучание сбалансированное. Высокие звучат чисто, каши из частот нет. Сцена широкая, ощущение пространства есть, но детальности значительно меньше, чем в их прошлых моделях, даже чуть-чуть дешевле. Вокал отыгрывает приятно, инструментал различим. Как по мне, данная пара подойдет как для современной музыки, так и для более классической. Ко всему есть отлично настроенные предустановки и кастомный эквалайзер. И Liberty 4 откликаются на все это дело хорошо. После настройки звука под себя, используя Hair ID, я услышал, что звук поменялся в лучшую сторону. Опять же, лично для меня. Хочу отметить, что для людей, которые любят, так скажем, более насыщенный плотный бас, который можно назвать мощным, данная пара со стоковым звучанием точно не подойдет. Из минусов: нет функции поиска наушников, не отображается заряд в процентах, механизм открытия крышки бокса хоть и удобный, но хлипкий, область сжатия для управления не всегда срабатывает на морозе. Плюс за эти деньги у конкурентов, да и у самих анкеров просто море наушников, которые по звуку точно будут лучше. Лично по мне. Все субъективно в плане звука. Помним, что сами приходим и слушаем. А вообще почитайте отзывы. Еще раз напоминаю, что, к сожалению, про них отзывы не очень хорошие, я с ними солидарен в этот раз. Резюмирую, беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 4 свежие, классные беспроводные уши. Да, лично для меня они слегка подкачали в плане звука, а это основное, так как я ожидал большего. Но данная пара имеет отличный функционал, который работает корректно, исключая пульсометра. Сами наушники выполнены в стильном дизайне, также есть множество вариантов персонализировать звучание. Если не брать, что существуют конкуренты, то от меня девайсу да. Если вспоминать, что анкеров просто безумное количество различных моделей, которые звучат лучше, от меня девайсу нет. Еще и учитывая конский ценник. Пишем в комментах, согласны вы или нет со мной, читали ли вы также форумы, отзывы пользователей, потому что из моих подписчиков уже кое-кто купил и уже кое-кто разочаровался. Ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, я куплю и расскажу. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знайте, вы помогаете в проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.